Гадкий утенок. Ганс Христиан Андерсен. Хорошо было за городом. Стояло лето, рожь уже пожелтела, овсы зеленели. Сено было сметано в стога, по зеленому лугу расхаживал длинноногий аист и болтал по-египетски. Он выучился этому языку от матери. За полями и лугами шли большие леса с глубокими озерами в чаще. Да, хорошо было за городом. Прямо на солнышке лежала старая усадьба, окруженная глубокими канавами с водой. От самого строения вплоть до воды рос лопух. Да такой большой, что маленькие ребятишки могли стоять под самыми крупными его листами во весь рост. В самой чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу. И вот там-то сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и ей порядком надоело это сидение. Ее мало навещали, другим уткам больше нравилось плавать по канавкам, чем сидеть в лопухе да крякать с нею. Наконец, скорлупки затрещали. «Пи-пи!» — послышалось из них. Яичные желтки ожили и повысунули из скорлупок носики. «Живо! Живо!» — закрякала утка. И утята заторопились, кое-как выкарабкивались наружу. Начали озираться, разглядывая зеленые листья. Лопуха. Мать не мешала им. Зеленый свет был полезен для глаз. «Как мир велик!» — сказали утята. «Еще бы! Теперь у них было куда больше места, чем тогда, когда они лежали в яйцах». «А вы думаете, что тут и весь мир?» — сказала мать. «Нет, он идет далеко-далеко, туда за сад, в поле священника, но там я отроду не бывала». «Ну все, все вы здесь?» Она встала. «Ах, нет, не все. Самое большое яйцо целехонько. Да скоро ли этому будет конец? Право, мне уже надоело». И она снова уселась. «Ну, как дела?» — заглянула к ней старая утка. «Да вот еще одно яйцо остается», — сказала молодая утка. Сижу, а все толку нет. Но посмотрите-ка на других, просто прелесть. Ужасно похоже на отца. А он-то негодный и не навестил меня ни разу». «Постой-ка, я взгляну на яйцо», — сказала старая утка. «Может, статься это индюшачье яйцо». Меня тоже один раз надули. Ну и маялась же я. Я вывела индюшат, а они страсть как боятся воды. Уж я и крякала, и звала, и толкала их в воду. Не идут, да и конец. Дай-ка мне взглянуть на яйцо. Ну, так и есть. Индюшачье. Брось-ка его, да ступай, учи других плавать. «Ну, ладно уж, посижу еще», — сказала молодая утка. Сидела столько, что можно посидеть еще немножко. «Ну, как угодно», — сказала старая утка и ушла. Наконец затрещала скорлупка самого большого яйца. Пи-пи, и оттуда вывалился огромный некрасивый птенец. Утка оглядела его. «Какой огромный», — сказала она, — «и совсем не похож на остальных. Неужели это индюшонок? Ну, да в воде-то он у меня точно побывает. Хоть бы мне пришлось столкнуть его туда силой». На другой день погода стояла чудесная. Зеленый лопух весь был залит солнцем. Утка со всей своей семьей отправилась к канаве. «Бултых!» — и утка очутилась в воде. «За мной! Живо!» — позвала она утят, и те один за другим все бултыхнулись в воду. Сначала вода покрыла их с головками, но затем они вынырнули и поплыли так, что любо посмотреть. Лапки у них так работали, а некрасивый серый утенок не отставал от других. «Какой же это индюшонок?» — сказала утка. «Ишь, как славно гребет лапками, как прямо держится». «Нет, это мой собственный сын. Да он вовсе и не дурен, как посмотришь на него хорошенько. Ну, живо-живо за мной. Я сейчас вас веду в общество. Мы отправимся на птичий двор, но держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь не наступил на вас. Да берегитесь кошек». Скоро они добрались до птичьего двора. Батюшки, что тут был шум и гам! Две семьи дрались из-за одной угриной головки, и в конце концов она досталась кошке. «Вот как тут и дела идут». «Отлично, все хорошо», — сказала утка и облизнула язычком клюв. Ей тоже хотелось отведать угриной головки. «Ну, шевелите лапками», — она сказала утятам, и они пошли дальше.
крякните и поклонитесь вон той старой утке, она здесь знатнее всех. Это испанская порода, и потому она такая жирная. А видите, у нее на лапке красный лоскуток. Как красиво! Это знак высшего отличия, какого только может удостоиться утка. Люди дают этим понять, что не желают потерять ее. По этому лоскуту ее узнают и люди, и животные. Ну, живо! Да не держите лапки вместе. Благовоспитанный утенок должен держать лапки врозь и выворачивать их наружу, как папаш с мамашей. Вот так. Кланяйтесь и крякайте. Они так и сделали. Но другие утки оглядывали их и громко говорили: «Ну вот, еще целая орава. Точно нас мало было. А один-то какой безобразный, его уж мы точно не потерпим». И сейчас же одна утка подскочила и клюнула его в шею. «Оставьте его», — сказала мама. «Он вам ведь ничего не сделал. Положим, он-то такой большой и странный», — отвечала забияка. «Ему и надо задать хорошенько». «Славные у тебя детки», — сказала одна старая утка с красным лоскутком на лапке. «Все очень милы, кроме одного. Этот как-то не удался. Хорошо бы его переделать». «Никак нельзя, ваша милость», — ответила утка-мать. «Он некрасив, но у него доброе сердце, и плавает он не хуже, смею даже сказать, лучше других. Я думаю, что он вырастет, похорошеет или станет со временем поменьше. Он залежался в яйце, оттого и не совсем удался». И она провела носиком по перышкам большого утенка. Кроме того, он селезень, а ему красота не так уж и нужна. Я думаю, что он возмужает и пробьет себе дорогу. «Остальные утята очень-очень милые», — сказала старая утка. «Ну, будьте же как дома, а найдете угриную головку, можете принести ее мне». Вот они стали вести себя как дома. Только бедного утенка, который вылупился позже всех и был такой безобразный, клевали, толкали, осыпали насмешками решительно все, и утки, и куры. «Он больно велик», — говорили все, а индюк, который родился со шпорами на ногах и потому воображал себя императором, надулся и, словно корабль, на всех парусах подлетел к утенку, поглядел на него и присердито залопотал. Гребешок у него так весь и налился кровью. Бедный утенок просто не знал, что ему делать и как быть. И надо же было ему родиться таким безобразным посмешищем для всего птичьего двора. Так прошел первый день, а затем пошло еще хуже. Все гнали бедняжку, даже братья и сестры сердито говорили ему: «Хоть бы кошка утащила тебя, несносного урода». А мама прибавляла: «Глаза бы мои тебя не видели». Утки клевали его, куры щипали, а девушка, которая давала птицам корм, толкала ногой. Не выдержал утенок, перебежал двор и через изгородь. Маленькие птички испуганно вспорхнули из кустов. Они испугались меня. «Такой я безобразный», — подумал утенок и пустился с закрытыми глазами дальше, пока не очнулся в болоте, где жили дикие утки. Усталый и печальный он просидел тут всю ночь. Утром утки вылетели из гнезд и увидали нового товарища. «Ты кто такой?» — спросили они. А утенок вертелся, раскланиваясь на все стороны, как умел. «Ты безобразный», — сказали дикие утки. «Но нам до этого нет дела, только не вздумай с нами породниться». Бедняжка! Где уж ему было и думать об этом, лишь бы позволили ему посидеть тут в камышах да попить болотной водицы. 2 дня провел он в болоте, на 3-й явились 2 диких гусака. Они недавно вылупились из яиц и потому выступали с большим форсом. «Слушай, дружище», — сказали они, — «ты такой урод, что, право, нравишься нам. Хочешь бродить с нами и быть вольной птицей? Недалеко отсюда, в другом болоте, живут премиленькие дикие гусыни-барышни. Они умеют говорить рап-рап. Ты такой урод, что, чего доброго, будешь иметь у них большой успех». Пиф-паф! Раздалось вдруг над болотом, и оба гусака упали в камыши. Пиф-паф! Раздалось опять, из камышей поднялась целая стая диких гусей. Пошла пальба. Охотники окружили болото со всех сторон. Некоторые из них сидели в нависших над болотом ветвях. Голубой дым облаками окутывал деревья и стлался над водой. Бедный утенок был ни жив, ни мертв от страха и только хотел спрятать голову под крыло. Как глядь, перед ним охотничья собака с высунутым языком и сверкающими злыми глазами.
Она приблизилась к утенку, оскалила зубы и шлеп-шлеп побежала дальше. «Ох, слава богу!» — перевел дух утенок. «Слава богу! Я так безобразен, что даже собаке не хочется меня укусить». И он притаился в камышах. Над головой его то и дело летали дробинки, а раздавались выстрелы. Пальба стихла только к вечеру, но утенок долго еще боялся пошевелиться. Прошло еще несколько часов, пока он осмелился встать, оглядеться и пуститься бежать дальше по полям и лугам. Дул такой сильный ветер, что утенок еле-еле мог двигаться. К ночи он добежал до бедной избушки. Избушка так уже обветшала, что готова была упасть, да не знала, на какой бок. Оттого и держалась. Ветер так и подхватывал утенка, приходилось упираться в землю хвостом. Ветер, однако, все крепчал. Что же было делать утенку? К счастью, он заметил, что дверь избушки соскочила с одной петли и висит очень криво. Можно было свободно проскользнуть через эту щель в избушку. Так он и сделал. В избушке жила старушка с котом и курицей. Он умел выгибать спинку, мурлыкать и даже испускать искры, если его гладили против шерсти. У курицы были маленькие коротенькие ножки, и ее прозвали Коротконожкой. Она прилежно несла яйца, и старушка любила ее как дочку. Утром они заметили пришельца. Кот начал мурлыкать, а курица клохтать. «Что там?» — спросила старушка. Она огляделась вокруг и заметила утенка, но по слепоте своей приняла его за жирную утку, которая отбилась от дому. «Вот так находка», — сказала бабушка, — «теперь у меня будут утиные яйца. Только если это не селезень. Ну да увидим, испытаем». И утенка приняли на испытание, но прошло недели 3, а яиц все не было. Господином в доме был кот, а госпожой курица, и оба всегда говорили: «Мы и свет». Они считались самих себя половиной всего света, притом лучшей его половиной. Утенку же казалось, что можно на этот счет быть и другого мнения. Курица, однако, этого не потерпела. «Умеешь ты нести яйца?» — спросила она утенка. «Нет». «Так и держи язык на привязи». А кот говорит: «Умеешь ли ты выгибать спинку, мурлыкать и испускать искры?» «Нет». «Так и не суйся со своим мнением, когда говорят умные люди». И утенок сидел в углу, нахохлившись. Вдруг вспомнились ему свежий воздух и солнышко, и ему страшно захотелось поплавать. Он не выдержал и сказал об этом курице. «Да что с тобой?» — спросила она. «Бездельничаешь. Вот тебе блажь в голову и лезет. Неси-ка яйца или мурлычь. Дурь-то и пройдет». «А плавать по воде так приятно», — сказал утенок. «А что за наслаждение нырять в самую глубь с головой?» «Хорошо наслаждение», — сказала курица. «Ты совсем, что ли, рехнулся? Спроси у кота. Он умнее всех, кого я знаю». «Нравится ли ему плавать или нырять?» «О себе самой я уж и не говорю. Спроси, наконец, у нашей старушки-госпожи. Умнее ее на свете и нет. По-твоему, и ей хочется плавать или нырять с головой?» «Вы меня не понимаете», — сказал утенок. «Если уж мы не понимаем, так кто ж тебя поймет? Что ж, ты хочешь быть умнее кота и госпожи, не говоря уж обо мне?» «Не дури и благодари-ка лучше Создателя за все то, что для тебя сделали. Тебя приютили, пригрели, тебя окружает такое общество, в котором ты можешь чему-нибудь да научиться. Уж поверь мне, я желаю тебе добра, потому и браню тебя». «Я думаю, мне лучше уйти отсюда, куда глаза глядят», — сказал утенок. «И с Богом», — отвечала курица. И утенок ушел, плавал и нырял с головой, но все животные по-прежнему презирали его за безобразие. Настала осень. Листья на деревьях пожелтели, ветер подхватывал и кружил их по воздуху. Наверху в небе стало так холодно, что тяжелые облака сеяли градом и снегом. Бррр, замерзнешь при одной мысли о таком холоде. Плохо приходилось бедному утенку. Однажды вечером, когда солнышко еще так славно сияло на небе, из-за кустов поднялась целая стая чудных больших птиц. Утенок сроду не видел таких. То были лебеди. Они испустили какой-то странный крик, взмахнули великолепными большими крыльями и полетели с холодных лугов в теплые края, за синее море. Они поднялись высоко-высоко, а бедного утенка охватило какое-то странное волнение.
Он завертелся в воде, как волчок, вытянул шею и тоже испустил такой громкий и странный крик, что и сам испугался. Чудные птицы не шли у него из головы, и когда они окончательно скрылись из виду, он нырнул на самое дно, вынырнул и опять был словно вне себя. Утенок не знал, как зовут этих птиц, куда они летели, но они полюбились ему. Он не завидовал их красоте, ему и в голову не могло прийти пожелать походить на них. Он рад был быть и тому, что хоть и утки-то его от себя не отталкивали. Бедный, безобразный утенок. А зима стояла холодная-прехолодная, утенку приходилось плавать по воде без отдыха, чтобы не дать ей замерзнуть совсем. Но с каждой ночью свободное ото льда пространство становилось все меньше. Утенок без устали работал лапками, но под конец обессилел, приостановился и весь обмерз. Рано утром мимо проходил крестьянин, увидал примерзшего утенка, разбил лед своим деревянным башмаком и принес птицу домой к жене. Его отогрели. Ну, вот дети вздумали поиграть с ним, а он вообразил, что они хотят обидеть его, и шарахнулся со страха прямо в подойник с молоком. Молоко расплескалось. Женщина вскрикнула, всплеснула руками. Утенок, между тем, влетел в катку с маслом, а оттуда в бочонок с мукой. Батюшки, на что он был похож? Женщина вопила и гонялась за ним с угольными щипцами. Дети бегали, сшибая друг друга с ног, хохотали и визжали. Дверь была открытой, и утенок выбежал, кинулся в кусты прямо на свежевыпавший снег и долго-долго лежал там почти без чувств. Было бы чересчур печально описывать все злоключения утенка во время суровой зимы. Когда же солнышко опять пригрело землю своими теплыми лучами, он лежал в болоте в камышах. Запели жаворонки, пришла весна красна. Утенок взмахнул крыльями и полетел. Теперь крылья его шумели и были куда крепче прежнего. Не успел он опомниться, как уже очутился в большом саду. Яблони стояли все в цвету, душистая сирень склоняла свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом. Ах, как тут было хорошо, как пахло весною! Утенок узнал красивых птиц, и его охватила какая-то странная грусть. Полечу-ка я к этим царственным птицам, они, наверное, убьют меня за мою дерзость, за то, что я такой безобразный осмелился приблизиться к ним, но пусть. Лучше быть убитым ими, чем сносить щипки уток и кур, толчки птичницы, да терпеть холод и голод зимою. Он опустился на воду и поплыл навстречу красивым лебедям, которые, завидя его, тоже устремились к нему. «Убейте меня», — сказал бедняжка и опустил голову, ожидая смерти. Но что же увидал он в чистой, как в зеркало, воде? Свое собственное отражение. Но он был уже не безобразная темная серая птица, а лебедем. Не беда появиться на свет в утином гнезде, если вылупился из лебединого яйца. Теперь он был рад, что перенес столько горя и бедствий. Он лучше мог теперь оценить свое счастье и все окружающее его великолепие. Большие лебеди плавали вокруг него и ласкали его, гладя клювами по перышкам. В сад прибежали маленькие дети. Они стали бросать лебедям хлебные крошки и зерна, а самый маленький из них закричал «Новый! Новый!» И все остальные подхватили. «Да, новый, новый!» Хлопали в ладоши и приплясывали от радости. Потом побежали за отцом с матерью и опять бросали в воду крошки и пирожные. Все говорили, что новый красивее всех, такой молоденький, такой прелестный. И старые лебеди склонили перед ним головы. А он совсем смутился, спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он был чересчур счастлив, но нисколько не гордился. Доброе сердце не знает гордости. Помню то время, когда все его презирали и гнали, а теперь все говорят, что он прекраснейший между прекрасными птицами. Сирень склоняла к нему прямо к самой воде свои душистые ветви. Солнышко светило так славно. И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик. Нет, о таком счастье я и не мечтал, когда был еще безобразным утенком.